А вы готовы обменять один обычный день из Вселенной на один необычный день из метавселенной? Несмотря на то, что обычная Вселенная дает нам широчайшие возможности для реализации наших потенциалов, в том числе создание метавселенных, метавселенная обещает нам реализацию наших потенциалов в рекордно короткие сроки. Несмотря на то, что пространство на планете Земля ограничено, а пространство цифровой метавселенной безгранично, многие люди уже продают реальные пространства в мире материальном, чтобы приобрести на них цифровые пространства в метавселенных. Если раньше это казалось каким-то безумием, то сейчас это выгодная инвестиция. Но тем не менее, не спешите продавать свою собственность ради приобретения цифровых пространств в метавселенных. Не все метавселенные одинаково полезны. Надо понимать, что большинство метавселенных окажется пустышками. И пустышками в прямом смысле этого слова. То есть в большинстве метавселенных не будет никого, там будет пусто. А следовательно, и пространство в этих метавселенных будет стоить ничего. А вот те метавселенные, в которых будет полным-полно людей, будут стоить огромные несметные богатства. Так чем же обусловлен такой хайп на метавселенные? Ну, во-первых, метавселенная обещает нам реализацию куда больших потенциалов, чем мы имеем в обычной вселенной. В обычной вселенной мы вынуждены быть теми, кто мы есть, а в метавселенной мы можем быть теми, кем мы хотим стать. Более того, для того, чтобы измениться в обычной вселенной, надо приложить огромные усилия. А для того, чтобы измениться в метавселенной, необходимо сделать пару кликов. Что же это за такие метавселенные? Ну вот представьте себе свою обычную жизнь, в которой вы можете пойти в магазин, пойти на работу, участвовать в выборах или заниматься чем-то, что вам действительно нравится. В метавселенных все это делается не сходя с места. Вы просто сидите на одном месте, ходите в магазин, ходите на работу, участвуете в выборах, и все эти действия внутри метавселенной отражаются на вашей реальной жизни. То есть все то признание, все те богатства, вся та самореализация, которой мы стремимся достичь в обычной вселенной, также достигается и в метавселенной. Вы также можете зарабатывать средства для жизни, вы также можете избирать и быть избранным, и при этом не будет никакого обмана, потому что все выборы будут на блокчейне, и средства, которые вы будете зарабатывать, это не какие-то там бумажки, которые выпустила какая-то маленькая группа непонятно каких лиц, а это реальные криптомонеты на блокчейнах, которые подконтрольны сообществу. И цена монет этих метавселенных будет зависеть от того, насколько широки возможности внутри этих метавселенных. Потому что чем больше и шире возможности метавселенной, тем больше людей находится в этих метавселенных, а следовательно, тем больше спрос на эти метавселенные. Поэтому не обращайте внимания на метавселенные с маленьким функционалом, с закрытым программным кодом, которые никто не будет разрабатывать и которые в итоге будут стоить ничего. Обращайте внимание на метавселенные с широкими возможностями, с открытым программным кодом и с большим количеством разработчиков, которые будут улучшать эти метавселенные по желанию сообщества. И точно так же, как раньше многие проводили дни и ночи на своей работе, очень скоро мы будем проводить дни и ночи в метавселенных. Сон очень важен и необходим для здоровья человека. И спать нам придется в обычной вселенной. И это еще один плюс метавселенной. В метавселенной нам не надо спать. Наши жизни в метавселенных
могут проходить в постоянном бодрствовании. Единственное, что мешает нам полностью перейти в метавселенные, это наши биологические потребности. И именно из-за того, что мы пока не в состоянии оцифровать наши биологические потребности, обычная Вселенная имеет ценность. Массовый исход человечества из мира материального в мир цифровой, связанный с эпидемией коронавируса, очень сильно повышает ценность мира цифрового и в то же самое время обесценивает мир материальный. Поэтому не забывайте одно очень важное правило. Все, что может быть оцифровано, будет оцифровано. Вот если бы мы могли еще оцифровать кофе, то есть, судя по всему, у нас будет два главных вида ценностей. Ценности материальные, которые необходимы нам для личной жизни, и это, наверное, сон и еда, и ценности цифровые, ценности из метавселенных. И эти цифровые ценности из метавселенных будут почти один в один повторять наши материальные ценности. То есть это будет территория в метавселенных, постройки в метавселенных, одежда в метавселенных. Все то, что ценилось у нас в мире материальном, будет цениться также в мире цифровом, только это будут цифровые ценности. Разве что за тем исключением, что у нас будет цена не цифровая машина, а цифровой космический корабль. Потому что в метавселенных мы сможем оцифровать все наши идеи и задумки. Все то, о чем мы так мечтали в мире материальном, мы сможем оцифровать и получить в мире цифровом. Но обладание любыми ценностями – это не самое важное свойство метавселенной. Самое важное свойство метавселенных заключается в том, что они будут реально менять нашу обычную вселенную. То есть все то, что мы хотим реализовать в обычной вселенной, мы сначала будем реализовывать в метавселенной, проводить эксперимент, как это работает. И когда система будет обкатана в мире цифровом, мы будем переносить ее в мир материальный. Весь 20 век был наполнен ужаснейшими социальными и экономическими экспериментами, которые приводили не только к краху социальных и экономических структур, но также к краху судьб и жизни людей. Люди, ведомые метафизическими концепциями, пытались реализовать их на практике, в результате чего мы получили геноцид, тиранию и войны. Причем войны как физические, так и экономические. И вот теперь метавселенные дают нам реальные возможности для того, чтобы проводить любые социальные и экономические эксперименты. Потому что все эти эксперименты будут проводиться на цифровых людях. И максимальный ущерб, который нанесут нам эти социальные и экономические эксперименты, будет также цифровым. То есть никто не умрет и никто не пострадает. Мы наконец-то сможем перестать доверять этим безумным политикам. То есть любая идея, которую будет предлагать тот или иной человек, будет проверена в метавселенной. Если кто-то предлагает сделать экономику плановой, пожалуйста, делаем плановую экономику в метавселенной и проверяем, как это скажется на жителях метавселенных. Если мы хотим сделать рыночную экономику, пожалуйста, мы проверяем, как будет работать рыночная экономика в метавселенных. Если мы захотим придумать любые формы экономики, которые могут только прийти к нам в голову, это здорово, потому что любую теорию мы сможем проверить на практике, и при этом на практике без последствия для жизней людей. Если первым шагом было создать метавселенную, максимально похожую на обычную вселенную, то логическим продолжением будет делать нашу обычную вселенную максимально похожую на метавселенную.
мы будем переносить все самое лучшее, что мы придумаем в метавселенных, в нашу обычную вселенную. Самое интересное будет, конечно же, происходить во время переходных периодов. Только представьте себе, есть небольшие государства по 1, 2, 5 миллионов жителей, которые потребовали признать их независимым государством, которые признаны другими государствами и которые выпускают свои документы. А теперь представим себе метавселенную, в которой находится 1 миллиард человек. И эти 1 миллиард человек работают в метавселенных, платят налоги в метавселенных и проводят голосование в метавселенных. И вот этот 1 миллиард человек из метавселенной потребует признать их цифровым государством. И точно так же начнет выпускать свои документы, по которым другие государства уже из материального мира должны будут считаться с волеизъявлением 1 миллиарда человек. Потому что эти 1 миллиард человек будут обладать куда большими возможностями, чем многие материальные государства. Самое интересное, что победа метавселенных над государствами, которые нам сейчас известны, неизбежна, так как и экономическая система, и социальная система метавселенных будут изменяться куда быстрее и будут работать куда более эффективней. Очень быстро мы придем к такой ситуации, когда обычный гражданин метавселенной может взять и купить себе целое государство в материальном мире. Несмотря на то, что мы живем в 21 веке и строим ракеты в космос, некоторые государства до сих пор имеют очень неэффективные экономические и социальные модели. И все эти государства реально стоят ничего. И существуют эти государства только благодаря тому, что там есть репрессивный аппарат, который получает зарплату. И вот вы представьте себе, есть там 1000 ментов. Каждый из них получает, пусть $500 в месяц. Это, 500 тысяч баксов. И тут приходит гражданин из метавселенной, у которого этих баксов миллиарды, и покупает весь репрессивный аппарат. Но на самом деле все мы уже давно живем в метавселенной. Просто мы не всегда это осознавали. Наши привычные жизни и так уже проходят почти целиком в онлайн-мире. Мы не расстаемся со своим телефоном. И на самом деле это не хорошо и не плохо. Это просто очередной виток развития человечества. И развитие человечества не в одиночку, а развитие человечества совместно с технологиями. Это называется коэволюция. Как бактерии, которые живут у нас внутри организма, эволюционируют вместе с нами, точно так же и мы вместе с технологиями эволюционируем вместе. Те технологии, которые лучше адаптируются к нашей жизни, остаются в этой жизни и переходят далее. А те технологии, которые не адаптируются к нашей жизни, уходят в прошлое. Поэтому не бойтесь высоких технологий, цифровизация неизбежна, мы не потеряем себя как люди, мы станем нечто более большим, чем люди, мы станем постлюдьми. Сон такой приснился про метавселенные. Ё-моё, опять весь день проспал. И завтра же уже пятница. Алло, Володь, сегодня ж четверг. Нам завтра видео на Варклок выкладывать. Да, идея есть. Про метавселенные сделаем видео. А вы не забудьте поставить лайк и оставить комментарий, какая из существующих метавселенных вам больше всего нравится.